Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней меньше, чем за месяц. Просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг создания сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительно IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры и автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip, здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня мы постараемся сделать тест, насколько адекватный вообще кодер наш, этот GPT-чат. Я пытался работать с Antigravity, но это просто
Какое-то расстройство по сравнению с Cloud Code. Окей, да, то есть давайте сравнивать так, а то кто-то в комментариях писал, что я ругаю искусственный интеллект. Я сравниваю Antigravity, что он абсолютнейший дебил в написании кода, абсолютнейший идиот в исполнении оркестрации уже готовой рутины по сравнению с Cloud Code. То есть Cloud Code я просто пишу плюсик, он выполняет там по рутине, около 35 действий. При том, что уже все скрипты написаны, и их нужно просто затриггерить в нужной последовательности. Последовательность записана в чек-листе, и туда надо просто заходить и смотреть, и просто все делать. И Antigravity у меня не мог скачать там, допустим, субтитры и проверить их, распознать правильно. Вы представляете, он постоянно писал какую-то чушь в описании к видео, которая абсолютно не соответствовала содержимому. То есть он берет просто название, не читает текст, вообще ужас. То есть то, что он говорит, что у него 2 миллиона токенов контекстное окно, так он ими абсолютно никак не может пользоваться. Давайте скажем так. Вот у нас дэшборд по тому, как используется эта штука. То есть здесь, да, окей, то есть если мы покупаем Cloud Code, то за сутки я сегодня бы уже заплатил $900. А за 2 недели я бы уже заплатил $20 тысяч. Да, это вот 2 недели еще не закончилось. Да, если бы я платил за Gemini, то я бы практически ничего не заплатил. То есть там заплатил, я не знаю, там $10 за неделю, и вышло бы $30 за неделю, если это он еще правильно построил дэшборд по себе. Потому что я обязал каждого искусственного интеллекта строить дэшборд по себе, искусственный интеллект Gemini. Я даже отдельное исследование пускал, насколько Gemini, вот эта вот версия, которую я использую, насколько она классная. Да. То есть вот здесь есть варианты Gemini Flash и Gemini Pro, Sonnet там и GPT. И мне сам же Gemini сказал, что вот эти вот штуки Pro, они самые современные. Причем говорил, что Gemini 2.5 Pro самая крутая. Говоря, но 3.1 лучше. Он говорит, конечно, 3.1 это самая-самая передовая. То есть я рутину выполнял. Самую простую рутину я выполнял с самым крутым Gemini 3.1. Он мне просто ничего не мог делать. Представляете? Так. То есть он может выполнять кодинговые задачи, но уровень детализации задач это должен быть очень маленький. То есть я не могу поставить задачу и проконтролировать результат. Я прямо должен в микроменеджмент туда уже заходить и смотреть, какую логику он сделал, получилось ли у него это все сделать. То есть если так контролировать Gemini, то да, конечно, он сильно лучше, чем человек, да, который может кодить. То есть при использовании Gemini в любом случае это будет быстрее, чем человек бы кодил. То есть это будет в 1000 раз быстрее, в 1000 раз эффективнее. Но просто сравнивая Cloud Code с Gemini, извините, то есть вот мое мнение это абсолютно такое, что вот Gemini говнишко, такое унылое говнишко, а Cloud Code это царь. Давайте посмотрим, допустим, на автономность работы. Так, это он куда-то перелистал. Вот, то есть этот уже фигачит 43 часа без остановки. На самом деле он там 4 суток у меня фигачил без остановки, выкатывал мне просто какие-то вопросы, на которые там надо ему ответить, и отмечал статус, что он сделал. У Gemini рекорд 2 часа, и то этот рекорд был зафиксирован из-за того, что он завис.
и выполнялась задача в фоне, которая висела и делала активным этот процесс. А он фактически никакой полезной работы не делал. То есть он просто забыл закрыть браузер, в котором работал, и скрипт постоянно выполнялся и держал агента активным, но вот эта вот задача просто не была выполнена, он завис и ничего не делал, и вот это вот рекорд 2 часа. А так там был рекорд, по-моему, 15 минут, который честный. Средние 34 минуты, это, наверное, он часто зависал, ничего не делая. Вот, так что, ну вот такая вот агентность. Вот такие вот промежуточные выводы. Хотел сравнивать GPT, Gemini и Cloud Code, но когда попробовал просто вручную, я думал дать им одинаковое ТЗ, я думаю, ну, все справятся, это же искусственный интеллект. Я работал в основном только с Cloud Code, и обо всех остальных искусственных интеллектах тоже был хорошего мнения, что они тоже справятся. Теперь у меня есть сомнение, что все справятся. Так, сегодня давайте пробовать GPT добавить вот сюда вот в наш Time Token и Time Management Driven Development Dashboard. Так. Значит, нам надо запустить... Нет, вначале сменить папку. Надо сменить папку на PopOS, наверное, да? Что у нас это будет? Ой, по поиску тут идет. Нет, я хочу не по поиску, я хочу... Да, он все равно по поиску. Я уже, конечно, к винде привык, что если я начинаю что-то тыкать, то он здесь находит правильную папку по имени. Давайте я включу визуализацию, чтобы у вас было видно, что я тыкаю, когда... И... Да, мы поработаем здесь из-под этой папки. И что там, как его запускать? Кодекс? Или как там? Вроде бы получается. Да, на английском вообще не слышно, что он читает. Я так понимаю, что мы приняли. Тут, по-моему, были сложности с надиктовыванием. Привет, тест связи, как меня слышно? Да, вот это, конечно, очень печалька. То есть он не может вставлять какой-то текст. А давайте-ка мы это изменим. Давайте-ка мы это изменим при помощи Cloud Antigravity. Когда я надиктовываю и потом второй раз нажимаю пауза, то вставка происходит Ctrl-V. Измени, пожалуйста, чтобы вставка происходила нажатием Ctrl-Shift-V. Давайте, может быть, такую простую задачу сможет выполнить. Ну, то есть настройка окружения у него получалась. То есть что-нибудь такое простое, коротенькое у него получалось сделать. Ну и, как всегда, у нас один агент там разрабатывает наш сайт. Вот, и пока он работает, подтянулся наш TMDD. Ну, блин, опять он неправильно категоризует. Ну, это жесть вообще. То есть просто либо плакать, либо ругаться. Я не понимаю. То есть я ему говорил о том, что это название проекта неправильное, что нужно подтягивать не название папки, в которой находишься, а название репозитория. И он опять это все испортил по себе.
и не смог исправить, и я пытался там это исправить часов 12. И это просто, он не умеет кодить. Тут хоть совсем простое. Тест записи. Видите, сейчас Ctrl-V вставляется. Благодаря нашей визуализации мы видим, что сейчас происходит, и мы легко можем проконтролировать, сработало или не сработало. Ну, давайте пока все равно как-то работать. Прочитай философию, навигацию и проект по токен и time management driven development. Ты его сейчас будешь подхватывать. Кстати, где смотреть, сколько у тебя осталось еще токенов контекста или там подписки у меня осталось, то есть как у тебя через CLI интерфейс я могу это посмотреть? Если да, то какая команда, если нет, то где я это могу посмотреть? Давайте будем сюда надиктовывать, а ему туда засовывать. Давайте переименуем, что это GPT, кодекс. И что он делает? Он делает TOTM-DD, Token Time Management Driven Development Dashboard. Ну, по-моему, GPT 5.6 Sol, наверное, это какая-то нормальная, да? Ну и давайте это спросим у него. Это хорошая модель для создания кода или лучше какую-то другую использовать? Ну что, у нас получилось уже раньше запустить и установить кодекс от GPT, от как их OpenAI, да. Сначала прочитаю локальную философию, навигацию и материалы проекта по токен Time Management, Driven Development, чтобы подхватить его в текущем контексте. Параллельно применю навык API DOS. Вопрос о модел, лимитах и выборе GPT-5.6 Sol зависит от актуального интерфейса CODEX, поэтому сверюсь с официальной документацией. Нашел нужный контур. Корневые, практическая философия и навигация. Затем TMDD документация, SDLC и реализация в TMDD с Laude TMDD. Сейчас читаю именно эти опорные документы и сверяю их с текущим состоянием Git, чтобы не принять старый план за действующую реализацию. Меня как-то смущает вот эта вот реализация, то есть я уже к ней не привык. То есть он пишет, какой пользователь, что мы в Linux, потом конкретный путь до проекта. В принципе, даже ничешно. Токен usage total 80, input, cached output, reasoning. To continue this session, run codex resume. Ага, прикольно. А как он запустил смотреть сколько чего? Давайте. Ну то есть он мне показал вот эту командную строку. Действительно меня это смутило. И правильно смутило, потому что это как раз... Так, update available. Да, давайте, конечно. Молодец. Ну и что, я попал, получается, на контекст? Ну да, получается, да.
Все, что он читал в никуда, а сейчас он действует на 20-долларовой модели. На какой модели лучше всего писать с тобой код? Подскажи мне, пожалуйста. О, Ctrl-Shift-V, у нас уже все работает. Спасибо, спасибо. Спасибо, Gemini, ты хоть что-то сделал. Вместо Ctrl-V смог сделать Ctrl-Shift-V. Да, ну вот как бы на такие задачи он способен. Так, а здесь мы напишем модул и запустим. Ух ты, и сразу запустилась, да? Ну, по названию вроде бы 5.6 самая крутая. Latest Frontier Agentic Coding Model. Ну все, он прямо здесь пишет, что это самая крутая для кодинга. Basic Agentic Coding Model for Everyday Work. Окей, то есть мы на самой крутой модели. Отлично. Press Enter to confirm or Escape to go back. Escape. Давайте Escape. Для программирования со мной лучший выбор сейчас GPT 5.6 Sol. Это флагманская модель для сложной разработки, архитектуры, поиска ошибок, рефакторинга и работы с большими проектами. Практический выбор. GPT 5.6 Sol. Максимальное качество. Выбирай для серьезных задач. GPT 5.6 Terra. Лучший баланс качества, скорости и стоимости. Хороший вариант на каждый день. GPT 5.6 Luna. Быстрее и дешевле. Подходит для простых функций, тестов и небольших правок. Тестов. Я не знаю, у меня знакомый для тестов берет какую-то плохую модель, а я бы для тестов, наоборот, брал самую дорогую модель, потому что правильно тестировать это надо быть суперпрограммистом, понять, как разработано, понять, как можно это сломать, покрыть тестами, чтобы это не сломали, и чтобы это поддержало разработку, так что я не знаю, как можно вот такое вот написать. Быстрее и дешевле. Подходит для простых функций, тестов и небольших правок. Так, а что получается? Я когда нажимаю озвучивать, то он... Трудных задач. Нажимает Ctrl-C, а Ctrl-C это получается завершить сеанс. И для... Вот как плохо... Получается, видите, что происходит? Вот смотрите. Допустим, я беру сюда, перетаскиваю нашего разработчика, который у нас там делает... Эй, чё ты... Ну ладно. Вот, я нажимаю... Гоняем задачи по вашему порядку. И он ничего не отреагировал, то есть, ну... автоматически, чтобы озвучить, LLM-ка нажимает копировать, но это Ctrl-C. А в терминале Ctrl-C это завершить задачу терминала. И здесь, получается, кодекс страхуется, что он говорит, если случайно завершил мою работу, то можешь вот так вот продолжить вот такой вот командой. Но получается, если он работает, и я хочу что-то озвучить, я даже не могу адекватно это все взять и озвучить. То есть мне нужно копировать в отдельный файл. Ну, то есть разработка на данный момент очень некомфортна, наверное. Так. А как перенести это в отдельный файл? Я хочу это отсюда перенести. Нет, не получается. Ну ладно. Тогда тут просто развернем и все. Будем здесь с кодексом мучиться, разбираться с интерфейсом. Окей. Мы нажимаем Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V и продолжить. Хорошо. Хотя бы на диктовку мы уже починили.
А может быть, мы можем починить и копирование в озвучку Ctrl-Shift-C, чтобы было. А мне нужно, чтобы озвучивание, которое сейчас на скролл-локе, которое использует Ctrl-C, чтобы оно копировало сочетанием Ctrl-Shift-C. Ну, видите, вот Gemini для такого годится. Давайте дадим техническое задание. Тебе нужно накатить точно такую же аналитику по себе, чтобы ты делал хуки и учитывал, в каком репозитории ты работаешь, и учитывал токены, и встроился в эту систему дэшборда. Давай начнем с каких-то базовых показателей. Базовые показатели это вот эти. Получается, когда я нажал, у меня буфер обмена обновился, и там уже не то, что я скопировал, а то, что я надиктовал, туда скопировалось. Ну окей. Не проблема. Нам повторить это все. Как понять, сколько у него запас прочности? Я скачал кодекс GPT-чат для Linux, CLI-версия, и мне надо понимать, сколько у меня осталось моей подписки, как мне куда зайти, чтобы посмотреть и постоянно проверять, сколько осталось моей подписки для кодинга. Проверим именно актуальный способ для Codix3 на Linux и подписки чат, потому что OpenAI несколько раз менял лимиты и страницу usage. Так, статус. То есть вроде бы, если я запущу статус, show current session, configuration and... Что это? Ну может быть антигравити это у нас добавляет. Так, configure which items appear in the status line. Ну, в начале статус, да, хочу посмотреть. Недельных лимитов 100%. Обновиться 15 августа. У меня обычный плюс. $20 в месяц. Ну и попробуем с ним что-то сделать. Я думаю, он не успеет что-то сделать полезного здесь. Хотя, может быть, и успеет. Но, может быть, не до конца. Так, мы зафиксировали 100%. Теперь давайте посмотрим статус line, что здесь можно настраивать. Model with reasoning. Use model. Какая модель? Reasoning. Project name. Git branch. Я хочу видеть это, да, прикольненько. Пробел, наверное, да? И тут, наверное, пробел. Вот, и когда я разворачиваю, то он мне как раз показывает Pop OS Build, Fit, Awesome Feature,
Это вот то, что он сам что-то наименовал там. Ну, отлично, с гитом работает. Моделька, ну, у нас моделька уже показана. И дальше что? Escape to close. А escape to close это значит, что не применилось. А чтобы применилось, то как надо сделать? Press space to toggle. Влево-вправо to move. Enter to confirm. Окей, enter. Ага, да, вот добавилось еще 2 штучки сюда. Ну, хорошо, здесь мы, значит, будем проверять, сколько подписки осталось. Ну, и назовем, что это GPT. И окей. И переметнемся там, где у нас... Ой, волнительно. Где у нас... Идет у нас разработка по... Да, идет. Хорошо. А как их разделить, чтобы... Чтобы не случилась беда. Assistance Profile Other. Добавить. Навигация. Synchronize. Preference Keyboard. Я так успешно его сюда переместил, а обратно переместить не получается, да? Profiles, Other, Encoding Layout Options, Cancel. Окей, да, мне, наверное, проще так, чтобы я не закрыл. Видеть, что здесь и Cloud Code у меня трудится. Видите, насколько у меня точнее определяет мой статус-бар, который я сделал 98, показывает, а этот 100 уже сам Cloud Code показывает 100. Но он бы не смог работать, если бы 100, там бы сразу компактинг включился. Total all time. Ну хорошо, значит, мы определили, что у него 100%. Мы кодим с самой успешной моделькой. И давайте наблюдать, что он сделает. То есть ближайшее, что он должен сделать, это, как оно некрасиво, оно получается, мобильная верстка не настроена, и поэтому мы как-то вот так вот Activity можем видеть, и тогда, наверное, здесь мы тоже так сделаем. Ну или давайте изучать этот интерфейс кодекса. Пока что на весь экран. Так, в клауде я мог нажать табуляцию. Это означало, что да, но еще хочу что-то надиктовать. Тут табуляция не работает. Да, кодекс skill. Да, всегда все делай. Но как его настроить на... Давайте no. Я хочу, чтобы ты настроился на bypass режим максимальной агентности. Я не хочу принимать у тебя каждую команду. Я тебе дал задачу и хочу проверить результат. А применять каждую отдельную команду это как-то, ну, вообще грустно и скучно. Сделай, пожалуйста, у себя настройки такие, чтобы ты был в bypass режиме, полная агентность, все даже сложные, даже опасные разрешения ты сам уже принимаешь, и я их заранее одобрил. Поменяй, как у тебя, где там это JSON какой-нибудь там, или где-то еще, ну, то есть, скорее всего, это код, который надо просто поменять. Поменяй его, пожалуйста, чтобы веселая разработка была, а не грустная.
Мы же тут за веб-кодинг, правильно? Это должно быть вайб, настроение, весело, классненько. Использую API DOS, чтобы проверить точные параметры Codix для провал полиции Sandbox. Важно. Я могу подготовить конфигурацию проекта, но не могу сам отменить ограничения, принудительно заданные текущей средой. Такие разрешения применяются только хостом после перезапуска новой сессии. Да, не вопрос. То есть ты запиши все, а я тебя потом перезагружу. Если ты где-то что-то не можешь перезаписать, открой мне этот файл и дай было-стало. То есть что мне на что поменять, и я сам поменяю. Ну, то есть желательно, чтобы ты сам все смог сделать. А если это применится со следующей сессии, то ты мне скажи, как это проверить, потому что я хочу это проверить, что ты это действительно уже применил, и что к новому хосту это уже тоже применилось. Danger Full Access, то есть он там написал Codex config toml. Тут как-то выделяется так вот. Видите, я начинаю выделять, а оно слетает. То есть я дважды выделял, и на третий раз только получилось. Проверю конфигурацию через встроенную диагностику Codix и найду команду, которая показывает эффективные настройки после перезапуска. Если CLI не выводит их напрямую, дам проверку по фактическому поведению без изменения файлов. А ты уверен, что к тебе это не применилось? Может быть, к тебе это уже применилось? Вот мы запустили новый терминал как раз. Я хотел отдельное окошко. Уверен, к текущей сессии настройка применилась лишь частично. Окей, хорошо. Значит, мы находимся уже в правильной папке. Мы запускаем Codex. Мы пишем... я опять Ctrl-C нажал. Завершение всего. Надо Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-V. Скажи мне, пожалуйста, что у тебя здесь написано? Кстати, да, давайте посмотрим, справился ли антигравити. Хост. Да, Ctrl-Shift-C. То есть мы починили наш баг, потому что знаем хорошо инфраструктуру. Здесь рубим, просто закрываем. И вот это у нас... Это у нас хакатон. Переносим на отдельный экран, чтобы он там колбасился, разрабатывал. А здесь мы настраиваем при помощи GPT Totem DD Dashboard. Окей. Ну, отлично. То есть, Codix выполняет команды без запроса подтверждения. У него полный доступ к файловой системе и командам. Домашняя папка и текущий проект отмечены как доверенные. В строке состояния показываются модель, уровень рассуждения, текущая папка, название проекта и ветка гид. Для строки состояния включены цвета. Это заново надо ему написать техническое задание. Я уже, наверное, напишу это как-то в файл. Так, что-то. Вначале прочитай философию, навигацию и ознакомься с дэшбордом по
Token Time Management Driven Development. Настроить для себя отображение в этом дэшборде. А главным образом сейчас сосредоточься на 3 метриках этого дэшборда. Ну, давайте тут дадим ему вот этот вот последние 24 часа, что там было. Потом за все время, total time. И потом давайте еще ему дадим там, где агентская разработка. Там, где продолжительность. Вот это все скопируем и ему отправим. А что мне нравится, что в том числе GPT уже даже в веб-версии начала применять возможность отправить ему сообщение. Вот когда я хочу, вот я готов, я отправил, и оно же туда улетает. Я могу что-то новое там писать или не писать. Давайте почитаем, что он ответил. Использую навык API DOS, потому что нужно подключить именно Codix к локальному учету TMDD и правильно опереться на его доступные настройки хуки. Сначала проверю текущую поддержку Codix и схему 3 нужных блоков, затем предложу точный план до изменений. А что, получается, я делал? Я зашел в Perplexity и сказал, кто лучший разработчик в мире. А кто лучший разработчик в мире? Ну, в плане того CLI агент. Дай мне топ-5. Видите, я даже не зарегистрирован. Perplexity AI дает там какое-то количество бесплатных. На первом месте Cloud Code, на втором месте он поставил OpenAI с кодексом CLI, а потом OpenCode. Нужен open source CLI и свобода выбирать провайдера модель. Ну, получается, OpenCode это не модель. А ты мне вперемешку дал и модели, и агрегаторы, которые провайдеры, через которых модельку можно подключать. Дай мне конкретно название модели, кто самый лучший программист-разработчик. Имею в виду агентский command line интерфейс, агент, который может в долгую разрабатывать, работать и поддерживать архитектуру. Дай мне топ-5. Мировых брендов. Ну, чтобы тоже и китайцев там учитывал, не только Штаты. Я думаю, на втором запросе меня уже заблокируют, то есть все, я бесплатно исчерпал свои запросы. Да, справедливо. Модели CLI агент – разные вещи. Для долгой автономной разработки важен именно агентный контур. Планирование, инструменты, работа с гид-тестами, память в репозитории, субагенты, правила и контроль изменений. Поэтому ниже не агрегаторы и не IDE, а конкретные нативные CLI агенты крупных мировых вендоров. Рядом указываю их базовую модельную линейку. Получается, Anthropic Cloud Code на первом месте, OpenAI Codex на втором месте, Google Antigravity на третьем месте. Интересно. GitHub, Microsoft, GitHub Copilot, CLI. Лучшие для команд, у которых центр разработки GitHub, планы Custom Agents, работа из CLI и автоматизация Workflow. Я, кстати, как-то забыл про GitHub. У них же действительно там есть какие-то копилоты. GitHub Microsoft. AWS, Amazon.
Так, Customize Cloud Code и Cloud Code Opus. Номер 1. Если вопрос именно про долго работать над продуктом, не ломать архитектуру и вести большие изменения. Cloudixady создан как агентный цединг-инструмент. Он работает с кодовой базой целиком, файлами, поиском, выполнением команд и веб-инструментами, DOS Synthropix 1. Ага. Да не хочу я загружать файлы. Sodix CLI топовая модель Sodix GPT. Номер 2. Если важнее автономное выполнение задач в терминале, строгий контроль среды, качественный цикл изменил, протестировал, исправил. API описывает Sodix CLI как кроссплатформенный локальный агент с собственным циклом оркестрации моделей и инструментов. Ну, может быть, он хотя бы с рутинами справится, чтобы там, чтобы разгрузить как-то, потому что антигравити вообще даже с рутиной не справился там, ну сколько, ну 35 шагов надо выполнить последовательно. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Тут будем нажимать вверх и смотреть статус. Все еще 100% left. Ну, круто. Если все так, то это очень круто. Смотрим, что он уже сделал. Диагностика, то есть он ничего не кодил, а согласовывается со мной. Ну да, все по философии. Диагностика закончена. Sodix сейчас в ТМДД вообще не подключен, хотя его локальные журналы уже содержат все необходимое. Проекты, рабочую директорию, модель, начало и завершение каждого задания, точную длительность, входные, кэшированные и выходные токены, незавершенные текущие задания, необходимые для индикатора красный круг рунинг. Предлагаю такой план. 1. От свежего ReadMine создать отдельный WarkTree и ветку. 2. Добавить импортер журналов Sodix Sessions Lesson в универсальный движок ТМДД. 3. Отображать Sodix отдельными строками вида. Попозбует Sodix. API GPT 5.6 Sol. 4. Подключить данные Sodix к 3 указанным блокам. 3 часа last 24 hours. Total Ultime. Робот Autonomous Work Without Intervention. 5. Для активного задания показывать живой красный круг рунинг. После завершения обновлять рекорд, среднее и число прогонов. 6. Импортировать уже существующую историю Sodix, а не считать только будущие сессии. 7. Добавить событийное наблюдение за Sodix Sessions, чтобы дэшборд обновлялся во время нашей работы. 8. Добавить несущие тесты, включая мутационную проверку, и синхронизировать документацию и навигацию. 9. После тестов установить обновленный движок в SRV TMDD, перегенерировать HTML и проверить фактическое появление текущего Sodix прогона во всех 3 блоках. По стоимости предлагаю показывать токены точно, но 000. Эта сессия работает в подписке Sodix Plus, поэтому приписывать ей выдуманную API стоимость неправильно. Позже можно добавить отдельную оценочную цену, явно помеченную как estimate. Оценка. Примерно 1-2 часа, ориентировочно 6-10 файлов. Если план устраивает, скажи «да», делай, и я доведу настройку до работающего дэшборда. Да, я согласен. Для начала делай то, что мы согласовали. Насчет цены я не согласен. То есть там есть отдельные цены по API, по токенам. И я сравниваю, сколько это будет. Да, estimate. Абсолютно верно. То есть это не фактически estimate, это везде estimate. Поэтому это расчетная стоимость. Мы это не скрываем, мы это говорим и показываем. И исходя из этих стоимостей, если я оказываю какой-то внешний сервис, или если я компания, которая кодит и платит за токены, то это вот, да, estimate, это как раз расчетная стоимость, сколько заплатят конечные пользователи за внешний коммерческий продукт, если будет использовать ту или иную модель, или сколько собственник компании заплатит за разработчика, который использует вот такого помощника в виде AI-агента. Да, так что тут я не согласен, что это некорректно, я считаю, что это корректно, и это будет абсолютно зеркально по сравнению с остальными моделями. А так, да, даю полное добро, делай. Это первый шаг, а дальше уже посмотрим, докрутим, я тебе дам дополнительные задания. В том числе учет нескольких пользователей здесь у нас реализован, просто чтобы ты заранее знал. Может быть, это повлияет на то, как ты будешь это писать и учитывать. То есть посмотри, как уже это реализовано у Cloud Code. У него это проверено, что работает. То есть из какого бы пользователя я не запускал агентов, они учитываются в правильной папке и отражаются одновременно в дэшборде любого из пользователей.
Ну, то есть есть менеджер, есть вайп-код-блогер, и когда мы сейчас с тобой находимся в вайп-код-блогере, и когда менеджер у себя работает, я захожу в вайп-код-блогер, я вижу те сессии, которые там, и наоборот. Ну да, тут у меня чуть-чуть так замысловато, можно так сказать, сделано, что, может быть, не каждому человеку такое нужно делать, но если вы веб-кодите нормально и хотите все делать, делайте изоляцию искусственного интеллекта, чтобы он был в обычном пользователе без прав админа. Обезопашивать. Хорошее, как там, видео. Рекомендую. Гигиена. Кстати, интересно. Многие видео, которые я оцениваю хорошо, то... Не, ну тут нормально просмотров 153 по сравнению там с 20-30. Но я считаю, что это видео прямо должно быть таким просматриваемым. Поэтому вот обращаю ваше внимание. Выводы 10 правил гигиены с агентским CLI искусственный интеллект 1900 2026 0601. Вот. Это там недельные выводы у меня были. А как начал GPT, мне нравится. То есть он, во всяком случае, имеет command line интерфейс. Antigravity не имеет command line интерфейс. Он имеет, ну, кстати, видите, вот у него зависла задача. Вот. Помните, я вам рассказывал о том, что там агентская работа 2 часа. Ну вот, висит просто незакрытая какая-то задача, которую он забыл закрыть. Все сделал, задача висит. Но хорошо, что Google просто позаботился о нас, о пользователях, чтобы мы видели вот здесь информативные сообщения, какие задачи крутятся. Google, спасибо тебе, потому что мы можем контролировать хоть как-то этого Gemini Pro, который, ну, больше тупица по сравнению с Cloud-кодом. Вот. Ну, а с кодексом сейчас сравним. То есть, если мировая тройка лидеров — это как раз вот эти вот антропики, потом GPT-чат, потом Google с его Gemini, то посмотрим. Я буду очень рад, если я смогу опереться на второго агента, на GPT, потому что есть рутины, которые я бы сбросил, чтобы клауды сосредоточить только на кодинге. Мне кажется, у тебя висит какая-то задача, которая, по-моему, ничего не делает, но она просто висит. Давайте зайдем, что там у нас по моделькам. 17% от месячного. Да, вы абсолютно правы. Это была команда со Smithsonian C, которую я запустил ранее в фоновом режиме для поиска горячих клавиш. Вместо того, чтобы просто вывести список, она попыталась запустить в фоне новый оконный менеджер и повисла в ожидании графического ввода. Я только что принудительно убил эту задачу. Спасибо за внимательность. Теперь в фоне ничего лишнего не висит. Вот так вот у него агентская работа. Завис, забыл, шел, не дошел, делал, не доделал. Ну, то есть то, что он сделал, то, что ты сделал, работает, спасибо. Вот. Ну, я ему честную обратную связь даю. Но чаще обратная связь ему такая, когда особенно он больше 4 часов или больше 4 раз не может скачать транскрипт и прочитать его.
Важное наблюдение. Текущая хост-копия уже находится на чужой незавершенной ветке и содержит пользовательский тест-агент SH. Я ее не трогаю. Создаю изолированный WarpTree непосредственно от свежего OriginMine, поэтому существующая работа сохранится без пересечений. Официальная цена GPT-5.6 Sol подтверждена. 5 М обычного входа, 0.50 М кэшированного входа и 30 М выхода. Эти ставки внесу как в эстимате. Ну, вот хорошо, да, он там высказал свои, как это, переживания. Я сказал, что да, таков путь джедая. Updated план изучить актуальную схему ТНДД, форматы шардов, агрегатор и общий многопользовательский установщик, реализовать импорт журналов в SODIX и событийное обновление общего хранилища, интегрировать SODIX в 3 блока дашборда и расчетную стоимость моделей, добавить несущие тесты и синхронизировать документацию, прогнать проверки, установить в СРВ ТНДД и проверить живой дашборд, закоммитить, отправить PR, пройти гейты и смержить по SDLC. Как-то не выделяется сразу. Архитектурное решение определено. SODIX будет преобразовывать собственные транскрипты в уже проверенный формат TNDD, поэтому агрегатор и логика автономных прогонов не дублируются. Каждый пользователь запускает один и тот же импортер только над своим SODIX Sessions, а результат пишет в общую папку с префиксом UID. Так домашние каталоги остаются изолированными, коллизий между манагер и VBC деблогер нет, а общий дэшборд видит обе стороны. Как говорится, sounds good. А там дальше посмотрим, что он сделает. Нашел существенный риск и не замалчиваю. Живой SRV TNDD Engine новее OriginMine. В нем уже есть проверенное разделение строк по провайдеру модели, слауде, антигравиты и дополнительные колонки, но эти два коммита еще не попали в майн. Если продолжить прямо от OriginMine и установить результат, мы откатим работающий дэшборд. Поэтому сохраняю согласованный свежий WarpTree, но сначала перенесу в него эти два существующих коммита как зависимость, затем добавлю SODIX в уже актуальную схему. Это не изменяет и не перезаписывает чужую ветку. Непонятно. То есть сейчас уже все работает. Получается, антигравити что-то там кодил, остановился, не доделал, и поэтому, видите, не могу выделить. Исчезает куда-то. Где-то с 4-го, с 5-го раза могу только выделить. Но это как-то системно. По-моему, это в Linux у меня какая-то сложность такая. И на сайтах там я тыкаю на кнопки. На сайтах они не применяются, и здесь в Command Line интерфейсе. Вот, выделяю. Ну, сейчас с первого раза хорошо. Первый несущий тест зеленый. Отдельная строка SODIX уже подтверждена во всех 3 блоках. Тесты пишет. Ну, пока что он показывает себя очень даже прикольненько, хорошо. То есть я пока GPT вполне доволен. Я могу так сказать. Показывает информативно. Если убрать вот то, что антропики прямо обезопасили нас, обычных веб-кодеров, и дали нам нажимать простые Ctrl-C, Ctrl-V, а здесь такой защиты нету, и по выделению выделять, то здесь этого нету интерфейса. А они это выкатили, буквально сколько там, недельку назад, наверное. То, в принципе, GPT, по-моему, заявка на успех. Заявка на то, что это будет мой второй агент. То есть, если я не помещаюсь в подписку $200 по клауду, и если мне необходимо какое-то второе, это точно не будет антигравити, потому что готовую рутину он не может завершить. Публикация одного видео сжирает где-то 2% недельных лимитов. 2% на 7 дней это 14% недельных лимитов у меня занимает просто рутина по публикации, и это сжигалось из Cloud Code. А если он такой крутой по написанию кода, давайте его только использовать для этих нужд, и все. Давайте проверять здесь статус 98. Мне нравится. Я скажу, что мне нравится. То есть GPT, хоть там и какие-то космические суммы за токены, но, по-моему, токены достаточно экономные.
Посмотрим. Ну, то есть это вот интересный будет вариант потестировать. В том числе посравнивать стоимости цен. Сейчас, как мы видим, у нас Cloud Code адекватно отображается, работает через Opus 5 модельку. Я как-то не до конца понял, а на сайте вроде бы я читал о том, что там цена входящих токенов, цена исходящих токенов, и что кэш вроде бы там всего лишь 10% от этих токенов. Но здесь я вижу, что наоборот кэш занимает основное количество, а не 10% от входящих и исходящих. Добавился PopOS Build. Молодец, хорошо подтянул правильный репозиторий, написал кодекс, то есть подтянул, как это, канонично с антигравити, потом кодекс, ну, то есть он вот как по вот этому канону. Нет, ну, наверное, вот тут вот в скобках кодекс, наверное, лишний. То есть, если уже пишется тут кодекс, OpenAI. А какого цвета у нас? Кодекс у нас черно-белый, по-моему, да? Я подумал, что это он тестирует в второй вкладке. Ну, по токенам, да, он получается, наверное, такой же дорогой, как и Anthropic. Но он работает. Я ему дал задачу, он ее сделал. Ну, я бы, наверное, сказал, что я GPT прямо доволен. Это хороший конкурент Cloud Code. Ну, это отлично, когда есть конкуренция. Вот он погнал учитывать свою автономную работу. Ну, я GPT доволен, прямо очень доволен. Делает автономно, никаких вопросов мне не задает. А накатывает проверки. Все по философии ASDLC. Ожидает гейта. Класс. Я случайно прервал, все правильно, все продолжай. Я хочу, чтобы ты накатил такую проверку, что если работает именно кодекс, то проверяющим, чтобы был кодекс по такому же техническому заданию, как сейчас проверяет тот ИИ, который проверяет сейчас. Ну, то есть, если клауды запустил, то клауды проверяющие. Если Gemini запустил, то Gemini проверяющий. Если ты запустил, то ты проверяющий. Ну, то есть, вот такая вот логика. Настрою только по себе, я так понимаю, что по остальным уже все настроено именно так же. Ну, это в следующем уже заходе, в следующей ветке. Настрой это, пожалуйста,
Ну, наверное, только для этого репозитория пока что. Ага, 12 контекста left. То есть контекстное окно у него чуть-чуть поменьше. То есть это, наверное, как Sonnet он. Где-то 200 тысяч у него контекстное окно, наверное. Приблизительно так. Наверное, по ощущениям. Ну, что, давайте стресс-тест. То есть отправим ему это. А он уже там сделает какой-нибудь компактинг. Пуш завершился успешно. Ну, давайте почитаем. Пуш завершился успешно. Гейт зеленый. Ревьюер дал 3 неблокирующих, но справедливых уточнения документации. Во вводке карты не назван импортер SODIX. В перечне режимов отсутствует SODIX. Ariadme слишком обобщает атрибуцию через TLC Pax. Исправляю их сейчас, чтобы не оставлять мелкий рассинхрон перед PR. Очень хорошо. Ой, я прямо кодексом доволен. Я вот прямо аплодирую. То есть у него были не блокирующие рекомендательные замечания от искусственного интеллекта ревьюера, и он решил их все-таки исправить. Какой умничка. Ну, прямо мне нравится. Мне нравится. То есть Cloud Code для меня пока что на первом месте, но кодекс прямо умничка. Антигравити говно. Извините меня, если есть любители Gemini. Простите искренне, вот. Сама оболочка может быть прикольная, антигравити IDE, что она может устанавливаться, и что здесь можно удобненько так по проектам переносить это все. Это может быть удобно, но качество агентности очень низкое у Gemini. Очень низкое. Особенно уже в сравнении с двумя моделями, с кодексом и с Cloud Code. Ну, мне нравится. Я ему дал задачу, он справился. Я уже привык, что у меня здесь в хакатоне работает Cloud Code, а с этим, как его Gemini, где он там, с Gemini 3.1 Pro я тут бьюсь там часами, чтобы выполнить одну какую-то задачу, которую Cloud Code бы выполнил, ну, минут за 15, за полчаса, наверное. Я с Gemini там бьюсь 4 часа, чтобы это все сделать. И берегу Cloud Code, чтобы не отвлекать на такие малозначимые, неприоритетные задачи. Класс. Смотрите, что делает. Уточнение документации зафиксированы отдельным коммитом. Сейчас повторно запускаю пуш и оставляю обязательному ревью столько времени, сколько ему потребуется. Гейт не обхожу. Умничка. Ну, он прочитал философию. Почему я восхищаюсь? У меня есть философия, как я хочу, чтобы все происходило. Когда Cloud Code начинает действовать самостоятельно без моей философии, он фигню делает. А я его прошу прочитать практическую философию, он делает классненько. Вот. Антигравити, сколько я не прошу прочитать философию, он просто ее забывает, игнорирует, извиняется потом, что был неправ, и опять игнорирует ее. Вот. А GPT прочел и применяет. Причем применяет, наверное, даже более правильно, более как отличник, более как дотошный применяет, чем Cloud Code. Cloud Code, он иногда смотрит, какие правила отжили свое,
не особо актуальны, и их типа не будем использовать и применять. А этот вот я смотрю, ну прямо старается, то есть для рутин золото, там где вот не надо никакого творчества, вот чек-лист, вот тебе скрипты, ты нужен как умный оркестратор, чтобы в зависимости от ситуации дернуть за нужные ниточки. Я думаю, ну, он на $20 так работает. А для сравнения вам, антигравити, когда начал копаться с дэшбордом, он не поместился в подписку. То есть он сразу не поместился в подписку, и он не смог сделать то, что GPT сделал там за сколько? Да ладно, как это 95%? Не верю. О, 92%. Он сделал там за 5-8% то, что Gemini там не смог. Ну, сколько у Gemini там было? Наверное, 70% было. То есть Gemini спалил где-то 70% $20-долларового лимита недельного. И сразу попросился доплатить. Но я его доплатил, и он все равно не... Ну, очень с трудом, там мы 3 дня бились, чтобы настроить так, как это все настроено. Обнаружил надежный локальный признак запуска именно из SODIX. SODIX хреатит, поэтому маршрутизацию можно сделать без ручного переключателя. При нем гейт вызывает SODIX exits, иначе сохраняет существующий цлауди путь. Добавлю также явный оверриди для воспроизводимых тестов. Само техническое задание и схема вердикта останутся единым объектом, то есть семантика блокировки не разойдется. А мне нравится, заметьте, до этого там было сказано, что контекста осталось 14%. То есть контекста у него хватило, чтобы выполнить одну задачу. Я ему специально туда в конец докинул новую задачу, чтобы посмотреть стресс-тест такой маленький, как он себя будет вести. И он справился, то есть он сохранил себе то, что я написал, сам подтянул это в новую сессию после компактинга и выполнил. Ну, очень молодцы. Прямо очень молодцы. Примени, пожалуйста, это еще для вот этих проектов. Так, где мы будем использовать нашего автоматизатора? Где у нас есть какие-то рутины? shortcli.com. А потом кто у нас еще? YouTube Studio Enterprise. Это из ближайшего. Для этих репозиториев тоже накати, что если ты являешься разработчиком, то ты же являешься и искусственным интеллектом и ревьювером. Я очень доволен. Ну, то есть Cloud Code справляется. Так, а я нажал Enter, а куда она уехала? Вот я увидел. Да, все хорошо. Принял расширение. После успешной проверки здесь перенесу ту же SODIX маршрутизацию еще в шорт с лицом ее YouTube Studio Enterprise, сохранив в каждом репозитории его собственное текущее ТЗ, схему вердикта и правила блокировки. Сначала дождусь уже запущенного интеграционного прогона в Popos Build, затем в каждом проекте сделаю отдельную ветку и пройду его штатные гейты. Я просто растаял. После успешной проверки здесь
После успешной проверки здесь. Я просто растаял, когда я услышал после успешной проверки здесь. Потом, что он сказал, сначала дождусь уже запущенного интеграционного прогона. В каждом проекте сделаю отдельную ветку. Ну, я просто бальзам на душу. То есть, насколько я как бы нервничал с антигравити. С антигравити я ощущал, что если у меня забрать Cloud-код, то разработка полностью станет. Сейчас я понимаю, что даже если там отвалится Cloud-код, то GPT тоже может кодить и полноценно подхватывать и кодовую разработку. И я думаю, что GPT даже круче может... я не знаю. А Cloud классно справлялся, но GPT я вижу, что все выполняет из того, что предписано в практической философии. Прелесть. Так, ну что, я паузу сделаю. Надо сделать паузу. Что, я, наверное, подведу какие-то итоги. Cloud-код работает. Умный кодит. GPT-чат работает. Умный кодит. Антигравити Gemini лучше, чем человек, быстрее, чем человек. Очень сложно там настроить агентскую работу. То есть прямо со всеми настроенными формулировками во всех файлах настройки. Настройка проекта отдельно по каждому проекту. То есть не глобальные настройки на весь клауд, а внутри каждого проекта отдельная настройка. И все равно он периодически спрашивает какие-то вопросы. Не помнит инструкции, то есть если роль ему какую-то дать или чек-лист, он не может в него ходить и выполнять. То есть пока что у меня выводы такие. Ну что, надеюсь, было интересно, познавательно. Повышайте вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Желаю вам создавать отличные IT-продукты, и пусть они будут миллиардниками в долларах. Финансового вам благополучия. Если вы досмотрели до конца, то, пожалуйста, поставьте палец вверх и какой-нибудь добрый комментарий, чтобы YouTube знал, что это хорошее видео и рекомендовал большему количеству людей. Спасибо, всех благ.